Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии, вышивки крестом, о моей жизни. И я начинаю мой вышивальный влог. И начинается он с понедельника. Мое утро. История тоже у нас каждое утро. Какие-то порватые салфетки, которые муж разбрасывает, а это рвет в клочья. Правда? Молодец. Браво. Дай. Сидута. Реста. Мы никогда не научимся. Что у нас здесь сегодня? Сегодня у нас прекрасная погода. И на завтрак у меня запеканочка с клубничным вареньем. А вот мой итог выходных дней. Не густо, но не пусто, уже неплохо. Короче говоря, я вышила вот этот цветочек, вот эти зелененькие веточки, вот здесь дошила вот эту ромашку и вот эту ромашку беленькую. Здесь все зелененькое будет. Остается мне еще 2 больших ромашки и вот это, соответственно, доделать, и потом 3 больших бабочки и 3 маленькие бабочки. Но получается, конечно, очень красиво. Мне нравится, как получается. Но что особого удовольствия от самой вышивки я, честно говоря, не получаю. Я не могу понять. У меня вроде не мелкий это каунт. Минимум 32-й, не меньше. Ну, то ли этот цвет мне как-то... Я вообще, вот реально я не вижу на этом льне вообще ничего, честно. Как это, вот я не понимаю, почему так получается. И поэтому поэтому так оно медленно и продвигается у меня, и оно меня утомляет, и я ищу кучу причин, чтобы это не делать, как обычно, вы понимаете. Я вышила вот эту ромашечку, начала эти зелененькие вышивать, потом обнаружилось, что у меня нету одного цвета вот здесь серединки эти делать. Я посмотрела там по фотографии, подумала, из-за вот этих 10 крестиков, которые я здесь делаю, покупать ниточку смысла нету, я взяла более-менее на 1 тон там разница у меня была. И вот здесь попробую, вроде ничего, заполню эти серединки. Сойдет и так. Короче говоря, я нахожу любые отмазки, только чтобы не вышивать. Как я уже начала говорить, начала вышивать эту ромашку, вдруг подумала, хорошо бы было бы оформить мои тюльпаны. Они такие красивые, они там лежат на гладильной доске сиротливо, бедненькие, несчастненькие, неоформленные. И что я сделала? Я полезла на Алиэкспресс. Начала на Алиэкспрессе искать эти рамочки. Я их нашла, рамочки. Там мне надо рамочку 20 на 20 сантиметров квадратную. А вы же знаете, квадратные рамочки, какие-то проблемы с этими квадратными рамочками. Квадратные рамочки готовы и не продаются. И это как-то удивляет очень сильно меня, почему не делают и квадратные рамочки, только прямоугольные, в магазинах. На Алиэкспресс были эти рамочки 20 на 20, и я нашла, как мне показалось, подходящую. Я выбрала там эту квадратную рамочку, по ходу уже, думаю, выберу и круглую рамочку для весенних кружев. Думаю, мне что-то хочется в рамочку их повесить, не хочется мне их в коробку. Коробка стоит, там никто ее не видит в кабинете. Захотелось мне в рамку их все-таки. Взяла эту круглую рамку, расплачиваться на кассу. В вашу страну эти товары, не поставляются.
Вот, блин, думаю, я просидела час, выбирая эти рамочки, и теперь выясняется, что нельзя было сразу написать, когда ты заходишь, смотришь эту картинку, в вашу страну не поставляется, и ты уже пролистываешь дальше, не смотришь. Нет же. Я повыбирала, а потом мне в конце они объявили. Очень хорошо. Пошла, короче, на тему. Тему это ж, ну, тот же Алиэкспресс, только уже наверняка сюда к нам в Швейцарию привозят. Нашла там уже не такие, конечно, рамочки, как я там на Алиэкспрессе нашла, они чуть-чуть отличаются, но мне кажется, тоже неплохо подходят. Короче говоря, заказала, жду, сижу. Сижу, жду, и 2 недели ждать как минимум, получается, что-то ну, так медленно там все проходит. Пишут 5-13 рабочих дней. Ну, это берем максимально, вряд ли за 5 дней они доставят. И посмотрим, что там за рамочки на этом тему, потому что все, что я заказывала на тему, это был такой отстой какой-то вообще, такое галимое качество, я не могу передать. На Алиэкспрессе, мне кажется, получше. Ну, посмотрим. И еще раз увидим. А также тему, там еще такие, они хитромудрые, надо набрать минимум товара на 28 франков, прикиньте. Значит, у меня, если бы я взяла рамочку, допустим, 2 этих рамочки, там одна рамочка 7, вторая 8, ну что-то такое. Ну, я бы заплатила, сколько там, 15 франков. Нет, мне надо было еще набирать какой-то херни, чтобы добрать до 28. Я, честно говоря, предпочла купить вот так просто где-то эти рамочки, чем вот это платить на этом тему и покупать какую-то ерунду ненужную мне. Но, увы и ах, квадратных, а тем более круглых рамочек фиг найдешь. Я не знаю, почему такие проблемы. Ну, мне тут сегодня... Шла со спортзала, там напротив спортзала есть галерея, ну, где картины продаются. И там как раз было открыто. Там вообще всегда оно закрыто. Если тебя что-то интересует, надо там звонить и договариваться, что он придет и покажет тебе там какие-то картины, если ты хочешь покупать. А тут я иду, смотрю, открыто, и там какие-то люди ходят, там что-то разговаривают. Я захожу и спрашиваю, где у вас можно у вас сделать рамы? Он говорит, нет, у меня рамы нельзя сделать, но и дал мне адрес, там у него есть какой-то мужичок, который делает рамы, и он прям в Мандризе, ну рядом, короче говоря, не ехать за 3-9 земель, 3-9 царство. Пенсионер, правда, и только по утрам работает, надо утром к нему ехать. Так что я хочу поехать завтра утром, посмотреть, что там этот мужичок делает, что он мне предложит, и цены ж меня интересуют больше всего, потому что цены здесь у нас же какие-то космические. Если там цены будут доступны или такие же, как и в Италии, вот я делала, тогда закажу, потому что я хочу оформить все свои хардангеры в одном стиле и сделать как бы на одной стене повесить их все, то они лежат там в кучке, такая красота. Вот такие новости. У меня зацвели эти цветочки, аквилегия, по-моему, если не ошибаюсь. А вот папоротник, смотрите, новые веточки выпускает, и я думаю, с ним все будет в порядке. И хоста у меня, и вообще у нас уже практически лето. Уже черешня. Надеюсь, в этом году будет урожайный урожай. Так ее много, главное, чтобы не было дождей, она высохла. Ну, красота же. На герани, по-моему, я вам уже показывала. Эти, которые зимуют у нас, видите. Этот уже даже отцвел. Вот так вот все, быстротечно. Живешь, блин, живешь. Целый день что-то делаешь, потом вспомнить нечего, что ты делал. Такая красивая глициния. С этой глицинией была целая история. А вы знаете, она вот здесь росла. И пометая то, что у меня было с другой глицинией, которая она свернула просто эти металлические стержни, я все время ее срубливала здесь и не оставляла. У меня здесь была роза вьющаяся, и на этой стороне тоже была роза вьющаяся.
И я боролась с этой глицинией, боролась. Потом у меня загнулись обе розы. Ну, это еще осталось, вот она. Даже скоро цветочки будут. А это загнулось. Пенек остался. И я тогда решила, да, оставлю эту глицинию, пусть растет. Ну, скрутит этот металл. Будем решать по мере поступления проблемы. Посмотрите, какая красота. Какая же красота. Обалдеть. Итак, очередное включение. И я вам хочу показать, что мне удалось навышивать на моем дизайне от Serenità компания и Colori delle Stagioni. Цвета сезонов. И я хочу порадоваться. Я закончила вышивать ромашки. И на этом сюжете мне осталось вышить только вот этих бабочек больших и вот таких маленьких. Это я не знаю, что это такое. Ну, тоже какие-то маленькие бабочки. И надпись. Ну, самое простое во всей этой деле, потому что здесь, как вы понимаете, бесконечная смена ниток. Здесь их 4 разных серых, белых, светло-серых, темно-серых, зеленовато-серых, бело-серых, непонятно каких цветов. И в серединке по 3 этих разных оттенка желтого. И, ну, мелкий каунт. Ну, короче говоря, я больше не могу, я откладываю этот дизайн, потому что он меня как-то очень и очень сильно напрягает. И я вышивала 3 вечера, и получается, каждый вечер у меня вышивалось по одной ромашке. Сначала вот эту ромашку вышила и дошила вот эту, и на следующий вечер я вышила еще одну ромашку, и потом еще одну ромашку. Ну, короче говоря, очень-очень медленно это все идет, и очень-очень как-то напряжно. И поэтому я, скорее всего, сегодня вечером возьму что-то другое, не знаю, либо красную весну, либо Эйфелевую башню в розах, что мне больше хочется почему-то вышивать, чем красную весну. Подождите, сейчас я пойду прибью Лулу. Ну, собственно, и все, что я хотела сказать-то по этому процессу. В итоге собаки не пострадали, так что не переживайте. Все нормально. И вот отложу его, а теперь и возьму что-нибудь другое, потому что утомили меня эти ромашки. Ну, реально, это капец, конечно, какой-то. Я не знаю, то ли из-за аккаунта, то ли из-за дизайна, то ли из-за чего. Ну, что-то так туго идет, мне просто невыносимо. Еще, я так подумала, еще месяц весны есть. Я надеюсь, я все-таки смогу это все доделать. Я вчера там снимала, лазила в саду и снимала, какие там розы у меня зацвели. Вставлю вам кусочек. Короче говоря, а вечером я под вышивочку смотрю сериал «Черное зеркало». Кто не смотрел и хочет посмотреть, сейчас будет спойлер. Короче, там одна есть серия, когда на Земле вымерли все пчелы, они создали искусственных пчел, типа дронов, которые там самообучающиеся, они собирают пыльцу и организовывают эти ульи, и там у них даже они размножаются каким-то образом. Ну, короче говоря, искусственные пчелы, ну, типа как настоящие. Ну, ими, тем не менее, управляют там в каком-то центре управления в компьютерном. И, ну, это фантастика, я надеюсь. Ну и, короче говоря, там в социальных сетях, ну, такое дело, там что-то случилось, и там одна женщина, она сказала что-то против инвалида там на коляске, она сказала, сколько можно там об этом говорить, все понятно и ясно. Ну, короче говоря, какую-то там статью она написала, не очень хорошую, и ее там в соцсетях зашеймили за это самое... обзывают там и поставили хэштег типа «заслуживает смерти». Ну, я не помню, как точно, что-то смерть ей, типа такое.
И там, короче говоря, когда набирается определенное количество этих хэштегов, вот, что смерть этому человеку, то этот человек погибает каким-то. Ну и проводится расследование, и выясняется, оказывается, какой-то псих, он перепрограммировал этих пчел, и когда набирается вот количество этих хэштегов, эти пчелы направляются в голову этого человека, и там организовывают улей. И человек, естественно, погибает. Ну, короче говоря, вернемся ко мне. Я вчера снимаю розы, там какие-то эти жуки противные. Я там их подбивала с этих роз. А потом дома стою, что-то на кухне готовлю, и у меня в бюстгальтере что-то шевелится такое. И у меня этот там жук залетел туда, в этот... Как я начала орать, визжать, вытряхивать из себя этого жука, вы не представляете. Даже оно так противно. Под впечатлением от этого фильма я вообще там чуть с ума не сошла, короче говоря. Кто чувствительный, не смотрите этот сериал. Так, ну это было кратенькое отступление о любви к насекомым. А сегодня я ездила, как я уже говорила, я хочу оформить свои вышивки с хардангером. И хочу оформить их, ну, как вот девочки делают, стена там морская, стена еще какая-то. А я хочу сделать стену с хардангером. И у меня там Атем Бишоп 2 и это даже 3. А сэмплер 1 я уже как бы оформляла. И я хотела сделать все вот в таком стиле, как я этот сэмплер оформила. Сейчас я вам покажу, как он оформленный у меня. Напомню, кто не помнит. И я хотела, чтобы мне оформили в таком же стиле, ну, рама. Это, как это называется, штучка розовенькая. Подкладка там, чтобы же была такого цвета, как паспорту, и двойное это паспорту, там, вон, видите, беленькая выглядывает, и вот это розовенькая. И я все свои эти вышивки хотела в таком стиле и даже в таких цветах сделать, потому что они как бы во всех этих вышивках моих есть эти цвета. Вот в Гардене у меня, вот посмотрите, там тоже это розовое присутствует. Мне кажется, оно будет очень хорошо выглядеть с такой же точно, абсолютно такой же точно рамой и с таким же точно паспорту. И вот эти павлины будут тоже самое классное, они будут смотреться в таком оформлении, ну, как по мне кажется так. Только единственное, что выбивается из этого всего, вот это дорога домой. Там как бы розового нету, но это, в принципе, можно что-то там подшаманить, я не знаю, может такое зелененького цвета как-то сделать, это паспорту. Короче, начала я искать, как я говорила, там мне в одной галерее подсказали, иди вот там делает рамы. Нашла я, во-первых, искала, я ж думала, это типа багетки, там будет вывеска какая-то или еще что-нибудь, а это оказалось фаления-мэрия. Ну, короче, деревообрабатывающее это предприятие. И я кружляла, вокруг него кружляла. И потом решила, ну зайду внутрь, спрошу. Захожу внутрь, оказывается, да, это там они делают эти багеты. Но они делают багеты только деревянные и без паспорту. Паспорту у них нету. Но это вообще не багетка, они на этом не специализируются. И этого чувака, который багетами занимается, его вообще не было. Мне там парень был, он говорит, оставьте номер телефона, он вам перезвонит и поговорите с ним. Я думаю, ну ладно. А мне там надо было еще в хозяйственный магазин, ну у нас в Италии, Брика он называется, там у меня Лулу сожрала этот самый поводок свой, перегрызла его. И мне нужно было купить поводок, он у нас стоит 25 франков, а в Италии стоит 5 евро. Ну, короче, разница в 5 раз. Я такая думаю, да блин, я съезжу, тут 2 минуты куплю этот поводок. Ну, походу, я
Думаю, все равно туда ехать, спрошу у них, делают ли они багеты. Приезжаю к ним, спрашиваю, делаете багеты? Да, делаем багеты. Иди вон посмотри, какие у нас есть багеты. И у них там даже немножко есть этих багетов. Ну, не такой выбор, как девочки показывают в багетных мастерских. Они приходят, там вообще все стены увешаны. Там такая панелька небольшая, там штучек, может, 10 пластиковых и штучек 10 этих деревянных. Но они все такие какие-то, ну, никакие вообще. И самое главное, они делают это все без паспорту. Я думаю, блин, ну без паспорту мне вообще как бы... Мне кажется, вся фишка вот в этом с паспорту, и чтобы паспорту соответствовало этой подкладке внизу, оно тогда классно, круто смотрится. А так, ну, не знаю. И я в итоге, не солоно хлебавши, поехала домой. Поехала домой, звонит этот чувак с багетки. Он говорит, нет, я делаю только эти багеты для картин, там, и все. Вы обратитесь, там есть эта багетная мастерская, он делает там настоящие багеты с с паспорту и со всеми делами. Ну, хорошо, говорю, это где? Он называется, у него имя там Рива, эти самые, Корничи. Я говорю, это все? Он, ну, там, Мандризио, там найдете. Как будто Мандризио одна улица, понимаете? Ну, я понимаю, конечно, маленький городок, и они там все друг друга знают. Но я-то их не знаю. Ну, в итоге, короче говоря, я искала в интернете, я нифига не нашла. Нету там в интернете за этой багетной ничего. Ну, попробую еще поспрашивать местных тут аборигенов. Может, кто-то мне присоветует, как найти его и спросить у него, если он делает, и сколько это стоит. Если это стоит как крыло самолета, то тогда, ну, не знаю, в Италию ехать. Я тогда и на эту мандалу делала, тоже там не 3 копейки стоило, там дофигища стоило. Короче говоря, с багетами здесь, ну, вообще западло, засада какая-то. Так что вот такие дела. Ландыши какие красивые. Маленькие. Ладно, сегодня поубирать все декорации пасхальные. Даже еще остались шоколадные яйца. Думала, приедут внуки Дитера, но они не приехали. Можно отдавать на поедание Дитеру. Он уже хотел его съесть. Это подарок. Дитер — это мой муж, если что. Так, и здесь еще остались немножко. Все остальное надо убрать. Это вот такие подарочные наборчики. Вот здесь шоколадный заяц. Все это молочный шоколад. Вот такие яйца. Там внутри дрожжи вот такое. Вот такие яйца. Это просто яйца с начинкой внутри. И тоже это с дрожжи. И вот такие 3 это мармеладки. Вот такие. Ну, не дешевенькие. Ну, довольно-таки вкусные. Поэтому реализация с прошлой выставки с пармезаном привезла. Лулу. Как раз к этим яйцам очень хорошо подходит. И, ну что ж, друзья, как-то совсем неожиданно после пятницы наступила суббота. И конец недели, и я хочу вам показать, что я... То, что я вам не показывала. Вышивала я Эйфелевую башню в розах и
я вставлю картиночку, что у меня было и что я навышивала. И навышивала я, собственно, вот эту одну розочку. Не густо, а вот эту розочку и вот эти листики. Посмотрите, какая красота неземная выходит. Это же вообще просто восторг дикий. И мне так понравилось ее вышивать. И все-таки, наверное, выходные я посвящу этой Эйфелевой башне, потому как розы просто великолепные. И заметьте, это еще без бэкстича. Это же еще здесь будет бэкстич, и это вообще будет просто красота неземная. А что вы спросите, а чем же ты, Ира, занималась, что ты так мало навышивала? А я ездила в гости к своей подруге в Милан, и мы там прекрасно провели день. И, естественно, вчера я уже ничего не вышивала, потому как пока приехала, пока накормила всех, пока то, пока сё, и, в общем, не осталось совсем времени на вышивку. Но, тем не менее, день прошел великолепный. Эти встречи с единомышленниками, вы сами знаете, насколько они вдохновляющие, насколько они тебя подвигают на создание чего-то еще, что-то лучше и красивее сделать, и что-то интереснее. Работы подруги там меня вдохновили на еще более новые процессы. Ну, я держусь изо всех сил и хочу, конечно, хотя бы еще парочку закончить, а потом уже что-то начинать. Ну, я надеюсь, что я уже, честно говоря, сложила кучку, чтобы я хотела на лето поначинать. Там мало того, что эти у меня начатые, надо закончить, так мне еще хочется там кое-что поначинать. Ну, такое небольшое, но тем не менее. Так вот, полюбовались, я пока трепалась на такую прекрасную розу. Я снимала у Иры, вы ее все знаете, я уже у нее неоднократно была, я неоднократно вам показывала то, что она вышивает, а она вышивает очень красивые работы. И в этот раз она мне показала и свои оформленные вышитые работы, которые, ну, вообще просто прекрасные и интересное оформление. Так что я смонтирую это в видео, и, наверное, после этого видео будет именно встреча у Иры. Она показала мне свои покупки, рассказала, как прошла встреча у них на выставке в Пармиджано. Ну, короче говоря, ну, вы сами знаете, встретились и ля-ля-ля тополя целый день. Вот. Ну, а у меня на этой неделе, пожалуй, все. Больше новостей нету. И у нас прекрасная погода наконец-то установилась. У нас тепло, даже жарко, можно сказать. Большую часть времени проводим на улице. Естественно, в саду больше прибавилось работы. На вышивку совсем мало времени, но тем не менее это... Я и дня не могу, но хотя бы несколько крестиков сделать хочется. Я посмотрела, у меня эта работа в саге есть. Я посмотрела там, когда я ее вышивала, я ее начала в прошлом году в январе, на секундочку, и там есть некоторые дни 9 крестиков, 6 крестиков. Я думаю, что это делал, 9 крестиков. А потом я вспомнила, это я, наверное, бэкстич там что-то доделывала или еще что-то такое, он же мелкий, и так, может, поэтому, а может, чем-то отвлеклась и потом бросила. Ну, в общем, такие дела, но тем не менее 9-6 крестиков, а смотрите уже на каком я этапе. Здесь осталось... Где это моя картинка? Хотела вам картинку показать. Ну, в общем, здесь вот эти вот розочки уже закончили. Здесь вот будет 3 маленькие розочки, а потом пойдет рамочка. И рамочка, она состоит тоже из роз. Здесь будет наверху, там птички даже будут. Очень красиво. Ну, если бы был некрасивый, я бы его не купила. Так что вот на этом все. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если оно понравилось, ставьте лайки, напишите мне комментарий какой-нибудь приятный, и вам это вернется сторицей. И поделитесь с подружкой, и это очень важно.
Честно говоря, так все просто блогеры говорят, и я повторяю за всеми. Это очень важно для продвижения моего канала. Спасибо большое и всем пока-пока. Желтый сад. У меня, смотрите, зацвели какие красивые рисы. Потом у меня барвинок зацвел и желтенький этот львиный зеб. Ну, львиный зеб еще есть красненький. И вот еще один ирис какой красивый. Первые розы. Я не знаю, почему первые цветы у меня все желтые.